Скажите мне, как вы относитесь к рогаликам? А к диаблоидам? Нравятся ли вам игры, где можно истреблять целые тонны вражин в рандомно генерируемых подземельях и аренах, с которых падает тонна всякого разного, из чего вы со временем выстраиваете свой билд, чтобы еще сочнее и еще мощнее истреблять еще большие толпы противников и проводить в этой боевой медитации, в этом потоке медитативного гринда часы напролет? Вот была бы у нас такая игра, которая будет похожа на Diablo, Enter the Gungeon или, например, Айзека, и чтобы работала на блокчейне. Это было бы круто, фармить тонны мопцов, строить билд, торговать NFT-шмотками и иметь с этого денежки. И у меня для вас хорошие новости. Такая игра почти есть. Поэтому здравствуйте. Вы на канале Project Armor, с вами как всегда Даниил, и мы поиграли в Titan Hunters. И об этом вам сегодня расскажем. Titan Hunters — это новый, больше мобильный, но по факту мультиплатформенный топ-даун шутер на блокчейне. Как гласит описание на официальном сайте, Titan Hunters вдохновлен веселым геймплеем Diablo, фирменным внешним видом Voxel и ощущением Minecraft. Но это описание сделано для каких-то казуалов подпивасных, потому что на самом деле игра намного глубже, и если бы я дал ей описание, то по тезисам это было бы что-то вроде NFT топ-даун шутер в стиле Enter the Gungeon с лютой примесью Diablo и воксельным минималистичным стилем, доступный как на мобильных телефонах, так и на ПК прямо в браузере. Кстати, интересный факт. Игра позиционирует себя как MMORPG, что на самом деле вообще не так. Но скорее это для некого кликбейта, возможно, сделано, учитывая популярность ММО жанра, но я как большой фанат жанра MMORPG заявляю, что таковой игра вовсе не является, но это ладно, мелочи жизни. Еще один интересный и хороший факт. Играть в Titan Hunters можно совершенно бесплатно, а для заработка, ясное дело, уже надо инвестировать и покупать NFT. Игрок выступает тем самым хантером, то бишь охотником, и участвует в зачистке локаций от мобов и боссов. Причем это можно делать как в соло, так и в коопе, что, кстати, очень круто. Игра разработана, кажется, вьетнамской студией Topbox, извините, по ней очень мало информации, у которой весьма богатый опыт в создании простеньких по визуалу около казуалок самого разного направления, и Titan Hunters — это, по сути, их главный на данный момент флагманский проект. Сейчас на данный момент игра находится на финальных стадиях разработки. Идет бета-тест по системе Testnet, и уже есть возможность инвестировать. Ну и в конце февраля они вроде планируют запустить Marketplace, и это будет означать полноценный запуск. Надеюсь, что у нас получится на него ворваться и рассказать про заработок в этой игре максимально подробно. Да, на данный момент сильно про токеномику не поговорить, но вот про геймплей, конечно, можно. И он тут невероятно забористый. Для начала все вертится через хаб. Это такой остров, такая поляна, где расположены постройки и крафт. Собственно, в хабе мы крафтим экипировку, раскидываем эту самую экипировку, улучшаем и собираем наш билд. Экипировка состоит из следующих слотов: шапка, лицо, торс, штаны, ноги, спина и оружие с аксессуаром. Крафт шмоток происходит из валюты, которую вы зарабатываете с мобов, об этом чуть позже. Заходите в портал и выбираете локацию. Ясное дело, что чем старше локация, тем мобов на ней больше, и они жестче. И даже на примере первой локации есть чего посмотреть. Управление у нас с джойстиком на экране, либо кнопками WASD для ПК-версии. Стреляет персонаж автоматически, когда он стоит на месте. Это, кстати, прикольно с точки зрения позиционки и тайминга. То есть да, стрелять на ходу нельзя, только стоя. И когда вы крушите противников, вы накапливаете ресурс на вашу, как бы я ее назвал, ульту. Например, у меня это была граната, которая чистит практически весь этаж от мобов и наносит довольно высокий урон по боссу. Суть простая. Мы перебегаем по этим небольшим аренам и убиваем мобов. Разумеется, уклоняемся от всякой гадости, вроде лучей, выстрелов и укусов. Затем каждый пятый этаж, будем называть их так, появляется боссяра, которого тоже, разумеется, надо убить. Боссы даже в демке были довольно веселые, надеюсь, в следующих локациях будут еще круче. Если верить трейлеру и некоторым другим тестам, некоторые более поздние боссы превращают арену в некий bullet hell. Это когда по арене разлетается тонна всякой гадости, от которой надо уворачиваться. Это интересно и, как правило, весело. Ну и немножко хардкорно, конечно. Не знаю насчет других локаций, но первая состоит из 20 этажей. И в демке мне не удалось пройти все 20. Нет, если бы я затратил больше времени, то прошел бы, конечно, но когда перезапускаешь демку, прогресс стирается. Короче, дело времени. Смысл в том, что весело уже сразу, и это большой плюс. И вот вы прошли свой первый заход. До конца или же нет, вы в любом случае получите вашу награду. Это валюта и крафтовый рез. И пора разобрать, конечно, крафт. Есть серебро. Оно юзается для non-NFT шмоток, насколько я понимаю. А золото тут является токеном. T-коин. И используется для улучшения как раз NFT шмоток. У каждой шмотки есть уровень, и чем он выше, тем ее статы, конечно, больше. Это понятно. Ну а сам шмот крафтится у кузницы. Используются для этого как раз вот такие кристаллы, и чем выше локация, тем круче кристаллы по гриду вы получаете. Соответственно,
Соответственно, качество крафт-шмота гораздо выше. То есть, да, вы проходите по full локацию, одеваетесь в шмот с этой локации, улучшаете его насколько возможно и переходите дальше, фармить следующую локацию. Но не все так просто. У нас ведь есть еще NFT-шмотки, и собственно в них вся суть. Фри-то-плей нам, конечно, не особо интересен. Так вот, во-первых, чтобы начать фармить голд, нам надо конвертировать в них монеты, либо они как-то будут еще добываться. Для конвертации нужен токен Тита, он будет покупаться. Обычная комиссия за конвертацию. И кроме того, за Титу вы можете открывать лутбоксы, оттуда будут сыпаться как раз такие шмотки. В общем, тема с NFT-шмотками и генерацией довольно непростая. На сайте не так и много всего описано, оставим это на запуск игры, и там уже прям максимально точно разберемся. Главное в этих шмотках то, что у них есть разные способности. Например, есть разные виды оружия. В демке я пощупал 3 вида. Это пистолет, снайперка и гранатомет. На релизе, возможно, будет больше. И, разумеется, принцип их действий отличается. Пистолет стреляет средне и на средней дистанции, снайперка бьет мощно, но в единичную цель, а гранатомет раскидывает пачки мобов вблизи. Плюс обладает очень мощным массовым уроном. Но можно собрать разные билды и дополнить оружие всякими эффектами и обилками. Например, мощным лазерным лучом, который бьет через определенный кулдаун. Или рикошет, который рикошетит от стен и мобов. Неожиданно, не правда ли? Разделение выстрела, он становится сразу тройным, и дополнительные цели тоже получают хорошую такую часть урона. Есть еще эффекты, которые придают оружию элементальный урон, вроде условных поджигающих выстрелов или наоборот замораживающих. Плюс обилки, которые также усиливают самого персонажа и какие-то его свойства, что тоже гиперполезно с точки зрения выживания. Обилок довольно много на старте, они все по-своему интересные и полезные. Конечно, я думаю, сформируется со временем какая-нибудь мета, без этого никак. Но я думаю, есть возможность играть от действительно разных стилей боя, что, конечно, подкупает. Вопрос в том, сколько времени вам понадобится, чтобы собрать ваш true билд и пересобрать его в более высоких локациях, но это уже элемент рандома, который в играх такой концепции только добавляет азарт, как правило. Ну и буквально пару слов про сам остров. В демке было представлено лишь несколько построек. Помимо портала в центре, гардеробной, как я бы ее назвал, и кузницы на острове есть еще кое-чего. Правда, в основном это заготовки под будущий контент. Например, огород, видимо, с которого можно будет получать пассивно ресы или валюту, почему бы и нет. Какой-то, судя по всему, колизей или, возможно, арена, пока он недоступен, а также гильдейский холл и еще какая-то игровая комната. Будет, в общем, любопытно на это все поглядеть, когда оно полноценно релизнится. В общем и целом, у Titan Hunters есть самое главное — геймплей. И лично мое скромное мнение, как раз таки геймплей определяет главный успех даже блокчейновых игр. А токеномика уже слегка вторична. Но надеемся, что и с токеномикой у разрабов не будет проблем, они ребята достаточно опытные, судя по их портфолио, и партнеры у них тоже довольно крутые. Что до самой игры, я с превеликим удовольствием тестировал ее и с не менее великим удовольствием поиграю в нее на релизе, если будет такая возможность, конечно, и если вам в первую очередь это интересно. Мы разберем заработок игры, вложения и окупаемость специально для вас. С вас, как обычно, лайк, подписка на YouTube канал и на Telegram канал, и, конечно, комментарий в поддержку. Спасибо за просмотр и до скорых встреч. Пока.